Я побыла так с мамой, пожила с ней. Я не помню, пару недель, наверное, и уехала. Потом в феврале мне звонит папа. Это было воскресенье. Утро. Что с мамой приступ случился. Инсульт. И она впала в кому. Лопнул сосуд в головном мозге. И накануне, я помню, вечером, это было вот в воскресенье случилось, а в субботу вечером я нашла такой очень фильм душевный. Я очень люблю старые советские фильмы и посмотрела фильм. Я не помню название. Но там была песня, которая очень тронула мою душу. Я плакала под нее еще вечером, как будто предчувствуя что-то. Там были такие слова, что я ухожу. Я ухожу, друг мой. Я уплываю, и время несет меня с края на край. Но в самый страшный час забвения С берега к помни берегу меня. сот мили год, мили друг мой, прощай. Знаю, Из когда-нибудь с поэмы. дальнего берега давнего прошлого ветер весенний ночной принесет тебе плакала. вздох от меня. Не знала почему. Просто плакала. Просто не хотела. Ты погляди, ты погляди. И вот это происходит. Неизвестно что. То есть маму забрали в больницу. Она в коме. И я сразу же выезжаю на машине в Беларусь. Но мне ехать физически часов 9, 10, 12, в зависимости от границ. Пока я выехала, и, конечно же, я ехала уже ночью. И я помню, я так молилась. Я хотела так застать хотя бы маленький проблеск, почувствовать мамино тепло, ее руки, тепло, обнять ее тепло. Но вместе с тем в машине сидя я разговаривала, я интуитивно, так как во мне уже раскрывались все мои дары, я интуитивно чувствовала, что я хочу разговаривать с ее душой. Я могу это делать сейчас, она здесь, она со мной. И душа как будто бы на то время, я чувствовала, потерялась. Мама не была осознанная в жизни, да, то есть, и, конечно, она ушла через огромный, такой страх, смерть. Ее душа, поэтому, когда люди так теряются, очень сильно не знают, что с ними происходит кома, чтобы в этой коме душа могли понять, куда душа хочет идти все-таки, что это произошло и куда этой энергии двигаться дальше. Уходить, да, трансформироваться или как-то возвращаться в жизнь, в эту. Я разговаривала с ее душой, в машине едем. Февраль, скользко, снег шел. Я плакала и разговаривала всю дорогу, все эти 10 часов. Все эти 10 часов
И я чувствовала и говорила маме, что да, мамочка, я все принимаю, я понимаю. Я отпускаю. Я так благодарю тебя. Я отпускаю. Пусть все произойдет так, как ты и твоей душе угодно. Для лучшей реализации последующей. Если ты чувствуешь, что в этой жизни ты уже не можешь, ты не видишь, куда развиваться твоей душе, да, куда идти, я приму это, я отпускаю, я не держу. Я, главное, хочу, чтобы тебе было хорошо. Чтобы твоя душа прошла самый легкий путь дальнейшей эволюции. Но в то время я тоже, 2 года назад, не была прям так вот, как сейчас я это чувствую. И мне было так тяжело, потому что одна часть, у тебя умирает родной человек, и ты хочешь вот дотронуться до него теплого, быстрее приехать. А с другой стороны, я понимаю, это произошло, и что это ведет, и я вижу высший смысл, да, последующей реализации души. И это боролось во мне, вот эти все 2 года, вот это все во мне интегрировалось. Вот это моя старая парадигма ума, где у нас православие, смерть, гробы, все, человек умирает, это похороны, это трагедия, это надо стенать, выть, это горе, дайте выпустить эти эмоции, потери. И тут, когда я вижу, как на самом деле, что это большая благость уходить, когда душа может трансформироваться в иные формы, принимать и дальше развиваться, а не держать этой мирской оболочкой. И все эти 2 года я это проживала, и до сих пор проживаю вот это, соединить это все, отбросить старые привычки, паттерны мышления и новые в себя вложить и принимать, научиться смерть такой все-таки, какая она есть. Я не успела. За час. Мне позвонил врач и сказал, что вот когда я ее поговорила с ней духом, что я ее отпускаю, душа ушла. И я не успела. Не успела ее обнять тепло. А то, что было потом, это страшно. Я даже не знаю, стоит ли это рассказывать. Это страшно в том плане, вот эта вся наша православная парадигма похорон, когда человек, так как я только, да, папа инвалид, папе неудобно это делать, это февраль, он не может скользко ходить, и я всем занималась. Я видела маму в морге, в нашем белорусском, это был городок, она в городке, в больнице умерла. Это маленький городок, название городок, но это маленький город. И я помню вот это отношение, я хоть как врач-медик, но я помню это. Там не морг, такая каморка, как, я не знаю, кладовка. И такой железный металлический стол, и просто тушка человека лежит, голая. Голая, холодная, безобразная. На этом металлическом столе. И такие, попрощайтесь. Вот оно, тело. И тогда я ее обняла. Уже такую. И это правда тело только. Душа была рядышком. Она видела все это. И мы с папой были вдвоем. Мы обняли.
И похороны начались, организации. Эти украшательства трупа, эти красивые гробы, венки, люди, организация этого процесса, как какой-то, как будто бы это так должно быть. Я это делала, потому что мама хотела. Помню, давно как-то, так вскользь, она особо не готовилась к смерти, она спонтанно умерла, иногда так в разговорах проскальзывала, я хочу, чтобы меня похоронили по всем канонам, как бы все правильно. И я поэтому так и сделала. Единственное, что я хотела, чтобы батюшка отпел, произнес молитву, когда ее хоронили. Но это же православие, это же религия. Если ты не крещеный, ты не человек, ты собака. Такая религия. Эгрегор. Вот. И, конечно, он отказался. Ничего такого не было. Это мы сами похоронили. Я произнесла молитву, которая мне пришла. Ради мамы я позвала, так как у мамы не было особо друзей. Я позвала своих друзей. Потому что ради нее она хотела. Ее личность, она как человек хотела, чтобы были традиционные похороны. Конечно, я хотела, чтобы люди ее проводили. Пускай мои, но они знали ее. Потому что родственники все в Якутии, это далеко, а здесь она была совсем одна. И она всегда этого так боялась. И это ее была большая-большая боль быть одной. Она всегда вот это одиночество ненавидела, боялась его. И я так хотела ее проводить не в одиночестве, чтобы она была. И все, и после этого я поняла, что моя жизнь рухнула. Все, что я жила, все, что я выстроила в своей жизни, ради кого ушло. Я так хотела родителей, маму, папу перевести в Эстонию. Это была моя цель. Я зарабатывала ради этого деньги, чтобы приобрести жилье какое-то, их перевести рядом с собой, поселить. А теперь этого всего не нужно. Не нужно столько работать. Ничего не нужно. А кто я, и что я, и для чего, а что я могу дать этому миру, я не знала на то время. Даже 2 года назад. И все. И начались кардинальные изменения с того времени. Я уехала в ашрам, в Индию. Жила там месяц-полтора. И начали раскрываться мои дары, таланты. Стали приходить знания, раскрываться мудрость, особенно рода. Я поехала в Якутию потом через полгода. Я хотела очень привезти землю из Якутии и положить на могилку мамы. У меня была идея похоронить маму в Якутии, потому что там все-таки ее родные, да, вот этот ее страх. Я даже готова была транспортировать тело туда, в Якутию. Но это очень сложно. И мамины сестры, у них очень крепкая связь, я очень их благодарю, они очень помогали в этот период, мы все это проживали вместе, и сейчас у нас очень хорошие взаимоотношения, и уже наконец-то с тетями я делюсь полностью такая, какая я есть, что я делаю, что я транслирую, как по мне это все раскрывается, уже я открыта, это уже всем все показываю, и поэтому у меня хорошие очень взаимоотношения с родными. Вот, и они меня принимают. И на самом деле все нас принимают, когда мы сами себя принимаем. Но этого раньше я не знала. Вот, и они сказали, нет, мама хотела, потому что лучшие все-таки ее годы именно
приобретение своей семьи, да, муж, я, ребенок. Это было в Беларуси, она любила Беларусь, и пускай будет так, что она будет там похоронена в этой стране. Но это тело всего лишь, да, и для тела я просто хотела соблюсти вот эти каноны, как бы мамины, что она хотела. Если говорить обо мне, то, конечно, я за кремацию. Но даже это не имеет значения сейчас. И вот этим я хотела с вами поделиться, рассказать для начала эту историю. И как прожить, я написала внизу под этим видео. Если это кому-то поможет, я буду очень рада. Ну, пожалуйста, наверное, единственное такое послание. Старайтесь смотреть на все вещи, на все проблемы, самые-самые страшные в вашей жизни, немножко шире. С вопросом, для чего мне это, а не за что. Для чего? Что я еще не вижу?